Плоская Земля. Но в этой части будет говориться о космосе, о полетах в космос, на чем летают, куда летают, летают ли вообще, во что одеты космонавты. Этот вопрос серьезный, и мелочей здесь нет. Потому что в основном, когда человек смотрит какое-то видео, видит общий план, пропуская многое. Летают ли космонавты на самом деле в космос? Ракеты стартуют. Здесь никто спорить не будет. Но вот куда они летают? Это понятно, но вот такие там Гагарин, Леонов, Терешкова, это все вернулись из откуда на Землю? Из ниоткуда? Ну вот и попробуем посмотреть, откуда вернулись, куда летали. Первый человек, вышедший в космос, Леонов. Это он выходит из космического аппарата. На шлеме видно хорошо надпись СССР. Здесь он вышел, но надпись исчезла. Здесь также видно, что нету надписи. Здесь она появляется. Обратите внимание вот на этот блик. 3 точки. Пока маленькие, будут больше. Но якобы это Солнце. Это не расширяется. Если это Солнце, вот это забрало бы, освещено было все, и большое бы пятно было. В центре кадра солнце и блики от него. Здесь космонавт закрывает Солнце. Ну, как бы правдоподобно, потому что ширины тела достаточно. Но, опять же, Солнце будет иметь размер какой-то, не точка. Вспышка на размере Солнца совершенно не похожа. Да и полет происходит в какой-то фантастической поверхности. Нам хотели бы, конечно, показать, что облачность, но это не облако. Теперь такой момент. Вот Леонов выходит. Это перчатка скафандра. Один ремень, второй ремень. Видно, накачали ее. Хотя сам скафандр не накачан, и это видно. Он спокойно двигает рукой, но очень часто, видно, этот зажим неудобен для него. Леша, снять крышку с объектива кинокамеры. Снять крышку с объектива кинокамеры. Снял крышку. Понятно. Ясна заря. Я алмаз. Обратите, наверное, внимание, что ботинки то ли прошнурованы, то ли какие-то защелки там. Этот момент надо тоже запомнить. Я покажу скафандр настоящий, как опять они же показывают. Не я. Ясна заря, я алмаз. Человек вышел в космическое пространство. Скафандр «Беркут» применялся в ходе полета космического корабля «Восход-2».
Как мы видим, никакой шнуровки нет. Манжеты, как на спортивной курточке. Как они держат давление, потому что внутри-то каркаса нет никакого. Это удивительно, конечно. Кстати, манжеты. Сейчас покажу. Алмаз, прием. Раздул стрелял. Ну, совершенно другие. Вот информация об этом полете. Во время выхода космонавт страдал от тахикардии. Это невероятно. Так как аноксия это было бы следствием после тахикардии. Нехватка кислорода в крови. Как он смог работать? Это непонятный вопрос. Возвращение в шлюзовую камеру было осложнено тем, что скафандр Леонова сильно раздулся только после того, как Леонов снизил дважды давление воздуха внутри скафандра с 0,4 атмосферы на 0,27. Он смог пройти в шлюзовую камеру, но ведь он из нее вышел при рабочем 0,4, а войти смог только при 0,27. Это тоже еще не все. Вопреки инструкциям, до заполнения шлюза воздухом Леонов открыл шлем и протер глаза от заливавшего их пота. Но это вообще что-то невероятное. Кто такое может объяснить? Вот это шлюз. 12 воздушных каналов они описывают там. Как они выдержали давление? Это абсолютно непонятно. Важный элемент для полета в космос — это скафандр. Не будет скафандра, никаких полетов не будет. В основном все скафандры, как указывают, в них нагоняют давление. То есть вот Беркут от 0,4 атмосферы до 0,27 указывают так. Остальные скафандры также в районе 0,25 атмосфер. Вот другой скафандр А7Л, это штатовский, 25,5 килопаскалей. Это те же самые 0,25 атмосфер. Рабочее давление внутри скафандра 0,245, ну 0,25 округлить. То есть все крутится вокруг такого давления, 0,25 атмосфер. Вот информация. Опасны также возможные повреждения или проколы скафандров, разгерметизация которой грозит аноксией и быстрой смертью, не медленно, не 5-10 минут. Может, минуты 3 и выдержит, трудно сказать. Но также есть информация, тоже фантастическая. Во время полета Атлантиса маленький пруд проколол перчатку одного из астронавтов. По счастливой случайности разгерметизации не произошло, поскольку пруд застрял и блокировало собою образовавшееся отверстие. Прокол даже не был замечен до тех пор, пока астронавты не вернулись в корабль и не начали проверку скафандров. Это из серии фантастика. Это не иголочка, а пруд. Леонов он шлем снял, пока давление не нагнали, и нормально было все. Тоже фантастика. Это скафандр Нила Армстронга. Как видно, скафандр мягкий. Есть сочленение перчатки с рукавом, но это не спасает. Он мягкий. Это то, что одевается под скафандр. Как они пишут, во избежание раздражения. Чтобы человек раздражения не получил. Никаких мыслей о давлении, о температуре. Раздражение их пугает. Так вот такой скафандр просто разлетится, если в него нагнать нормальное давление, в котором человек себя чувствует хорошо. Ну вот этот скафандр уже стали показывать как бы, что есть твердые какие-то детали. Но если сюда нагнать давление, в локтевых суставах изгиба не будет. Попробуйте согнуть автомобильное колесо, когда оно накачано. Ну, это будет примерно то же самое.
То есть здесь ни пальцы не двинутся, ни локтевые суставы, ни колени. Изгиба не будет, если там есть что-то прочное. Кукла. Теперь, что касается давления. Возьмем высоту 10 километров. Давление в миллиметрах ртутного столба 198,8. 199. Запомним эту цифру. 0,25 атмосфер рабочее состояние в скафандре. Получается перевести в миллибары. Так, это в барах. Переводим в миллибары. 253 миллибара. 253 миллибара по высоте. Будут равны даже выше 10 тысяч метров. То есть это значит, человек может находиться на высоте более 10 километров незащищенный. Равносильно тому, что космонавт находится в скафандре при таком же давлении. Это равнозначно. Но при таком давлении не то, что там руками махать, улыбаться, летать где-то в космосе. Это труп. Не так быстро будет, конечно, но человек не выживет, потому что если в самолете в гражданском разгерметизация, он колом падает вниз, чтобы достичь высоты ниже 5000 метров, чтобы спасти людей. Иначе смерть. Так вот, вернемся, проверим. 10 километров, 198,8. Надо перевести в миллибары, чтобы удобнее было. 198,8. Мы получаем вот такое число в барах. Переводим его. Миллибара 265. Проверим еще раз. Отличия небольшие. Ну, здесь 10 тысяч получается метров. Те же самые 10 километров. Вернемся к таблице. 760 миллиметров. Стандартное давление принято. Оно меняется. 751, 752, до 770 бывает. Но этот параметр нормальный. То есть 751 это 100 метров высота. Так вот теперь надо понять, как они там выживают в скафандре вот при таком давлении 198,8. Фантастика. Сейчас в интернете можно найти информацию, дают такие знатоки, что нет, в космосе человек может прожить без скафандра ну, там 5-7 минут, кто-то говорит 10 минут. Ну, можно, конечно, верить, не верить, но если посмотреть, как ведет себя жидкость, баночка, в нее будет налита вода и откачано давление. Вот точно так будет себя вести кровь в организме. Кто считает там минуту? Это трудно сказать, как считают. Вот маленький воздушный шарик, обыкновенный, слегка надутый, очень слегка. Его сейчас поместят в маленькую барокамеру и откачают давление. Вот таким он стал. Был маленький, стал таким. Вот и думайте сами, как органы человека раздуют. Хотя говорят, нет, этого не может быть, потому что это лишь ложь, все, что говорят. Мы живые, и у нас давление. Это визуальный пример. А сейчас покажу силу давления. Цистерна. Из нее откачивается воздух.
И что с ней происходит? И нет цистерны. Ну, то есть, если наоборот сделать, в цистерне будет давление, а снаружи его не будет, но будет разрыв. Или кто-то хочет утверждать, что человеческое тело прочнее вот этой стали. Может быть. Ну, еще Она может лопнуть. Кстати, здесь не полный даже вакуум. В бочку запускают пар водяной, а потом водой со льдом ее остужают. Водяной пар превращается в воду, оседает, тем самым создавая вакуум. Так вот, может ли выдержать такой модуль, если цистерны не выдерживают? И вот этот тряпичный скафандр? Конечно, нет. Их разнесет очень быстро. Так вот, информация такого рода очень полна в интернете можно найти. Верить в это, не верить, дело лично каждого. Но еще раз говорю, можно употреблять слово логика, но только употреблять, не применять в практике, не смотреть вокруг себя, а довериться авторитетам, профессорам, академикам, космонавтам. Вам решать, правду они говорят или лгут. Когда один человек обманет одного, это одно. Группу людей побить могут. Когда человек обманывает весь мир, правильно. Надо ему дать почести, льготы, денежку побольше, сделать уважаемым человеком. И это правда. Вот есть такой хороший ролик, 15 вопросов о медиафантоме ИГИЛ. Ребята поработали очень хорошо, молодцы. Они показали, что ИГИЛ существует только на медиаканалах, поэтому с ними никто не может справиться. Не с кем справляться, врага нет, поэтому все страны, крупнейшие мира, не могут с ними справиться. Хочу провести параллель. Точно так же весь этот космос с космонавтами, с аппаратами. Дальше покажу. Ляпов очень много. Не ляпов, а издевательств, точнее, над людьми. Так вот, хочу сказать, что весь этот космос, полеты и космонавты существуют в космосе только на медиаканалах и нигде больше. Мы должны верить, что это космический скафандр, а это шлем. Мотоциклетный шлем с обыкновенным забралом, не герметичный. Там резиночка стоит, от пыли защищает. Но мы должны верить, что он в космосе применяется и выдерживает давление. И вот этот комбинезон называется скафандром космическим, который спасает жизнь человеку в космосе. А вот это сейчас самый неоспоримый факт, то, что человек находится в космосе. Забыли ей прическу поправить. Полезное место. Тут лежат все сладости. Дальше гарниры и энергетические батончики. Это должно убедить, что она в космосе. Некоторые продукты сухие. Ну, как и здесь. Иначе не получается. Вот у специалистов из Голливуда получается лучше. Они хотя бы делают более правдоподобно. Ну, хотя бы тоже, пускай будет скафандр, но дверь шлюзового отсека, видно, что толстая. Она может выдержать какое-то давление. In Hollywood science fiction films. А сейчас покажу, как нам показывают реальные космические объекты и из чего они состоят. Космическая станция. It's really hard to comprehend that no one ever considered Чем они закрывают? Шлюз. Чтобы это не было, через него входит, выходит, он должен удерживать давление. Ну или здесь.
exiting the hatch. And Очень крепкий материал. going seamlessly from an interior. И мы должны во все это верить. Ну, назвали бы это фантастическим фильмом. Люди бы посмотрели. Это было бы понятно. Но это выдают за истину. Взлет космического аппарата с лунной поверхности. Один сначала говорит, что поднимаемся уже. Через секунду второй говорит: понял зажигание. 3, 2, 1, 0. We have ignition. What a liftoff. And liftoff. Roger ignition. And liftoff. Roger ignition. And liftoff. Roger ignition. Один говорит, поднимаемся, а второй говорит, понял зажигание. Ну, один полетел, а другой еще зажигает. Или как насчет такого? Космический аппарат стыкуется. On MCC go, but А камера. on Enrique on Так, камера зафиксирована. MCC go, but Встала. И аппарат двигается. let me stow this book somewhere out of the way, just in case. Да может понадобится. We might need it, I don't know. Поворачивает, назад пошел. Да, кресты Crosshairs are aligned. The roll adjustment Опять is до done. оси поворот. Range is 22 meters. Только We're один braking вопрос, а just a где tiny bit. двигатели? The Кому range rate это is показывает? 0.12. Но это космонавты в космосе, это на таких аппаратах 0.11. летают. A Без little bit of двигателя. misalignment on the cross. Это МКС. Что это такое, трудно сказать, но оно не на месте. Отлипло, оторвалось оно. Трудно сказать, но это полет одного аппарата. А вот стыковка с МКС в космосе. Это настоящий фантастический фильм. Обратите внимание на фон. Светло. Снова темно. Снова светло. Снова темно. И вот этот кусочек. Но это другой полет. То есть никому нет дела до того, чтобы поставить на место, что бы там ни было. В общем, несколько раз светло-темно, светло-темно. Мы возьмем момент, когда, так понимаю, солнце здесь. Что вот это за фон фантастический? Это так же, как полет Леонова, непонятно ничем. Здесь то же самое. Может быть, МКС находится в другой звездной системе. Какие-то кислотные облака за ним. Это трудно сказать. Знает только тот, кто снимал. И где снимал. Ну хорошо, вот солнце. Ягода солнца. Но почему-то двигается очень быстро. Двигается и опять наступает темнота. Но уже не так быстро, а медленно. Ползет. Черная дыра. Рассказывают о черной дыре. А тень на космосе лежит. Да. Красиво. Это одна тень, а это другая. Ну да, это черная дыра наблюдается. Это без смеха нельзя смотреть. Это... Так, ускорим процесс, надвигается она, в общем.
покрыло все. Значит, аппарат приближается. Вот этот кусочек. Какое-то время он не двигается, а потом начнет двигаться ближний. Вот он уже шевелится. Вот он двигается, видно хорошо. Космический сквозняк. Вернемся к олимпийской ракете. Приличный крик. I would say actually Очень интересный момент kind of a big стыковки. roll. Okay, and По-видимому, да. but I think Много цифр, значков, глаза разбегаются, но что смотреть. Здесь скорость, здесь расстояние до объекта. Вот я покажу, как они стыкуются. Космические аппараты с космической точностью. Вот это перекрестие должно совпасть вот с тем перекрестием. Это обязательное условие стыковки. Иначе стыковочный штырь, который торчит впереди, он не попадет куда надо. I would say we're good. Crosshairs aligned, no lateral Касание. of accelerations or rotations. Standing by for contact. Есть кадр. Contact. Работа. Механ соединение. Mechanical capture. And contact and capture confirmed. Docking confirmed for 4:27 a.m. Central Time. Everything's nominal, Moscow. Приехали. We are home. Accelerations or Еще rotations. раз. Standing by for contact. Скорость при касании остается. Есть кадр. Подтверждается, что он стыковался. Docking confirmed. По-английски говорит. Это стыковка Стыковка подтверждена, да, что он уже стыковался, не коснулся. Но скорость остается. Он еще движется вправо, потом назад. Contact. Работа. Механ соединение. Mechanical capture. And contact and capture confirmed. Docking confirmed for 4:27 a.m. Central Time. Everything's nominal, Moscow. Приехали. We are home. Приехали, вот точно. Так куда? Be standing by for the hooks and Серьезная latches, группа but again, поддержки. contact now confirmed between the Так вот прекрасная летающая машина. Target in Все space. по-серьезному. Слетели, люди работают. У всех серьезный вид, аппаратуру показывают. Конечно, люди должны это все видеть. Да, взлет произошел. Получилось. У нас это вышло. Ну что происходит потом? Capcom Vapsco. Stand by, negative Аппаратура return. Columbia, сегодня stand by for negative return. miles per hour. происходит отстегивание топливного бака, Roger, we confirm the step, Columbia. который шаттл тащился. The external tank has just been jettisoned and is now falling away from the shuttle back toward Earth. The tank will break up as planned over the Indian Ocean when it comes into Такого цвета. Отсюда освещение, вот туда переходит. Но вы должны верить, что это Земля. contact with the atmosphere. Ведь взлет Shortly, by показали, firing the OMS, тут показывают, что в orbital космосе. maneuvering system engines, Columbia will Там мы achieve верим, orbit. здесь мы верим. Но в это Then one of the трудно most поверить. important tests of the mission will be Как attempted. можно в такое верить? Opening Кто the может payload в bay такое doors. верить? The doors must be opened before the end of the 6th orbit to expose the space radiator cooling system. If the radiators cannot be exposed, heat collected from the onboard electronics can И вот такое в космосе тоже происходит. Сейчас будет сзади вспышка, якобы двигатели включились, но та вспышка приглушает освещение спереди. Это может быть только в том случае, если, скажем, здесь освещают лампы, а там как фотовспышка. Яркость, я имею в виду, фотовспышки, более яркий свет, скажем так. Поэтому он приглушает здесь. Камера так реагирует. Но солнечный свет вспышкой от двигателя не приглушить. Ну а дальше будет происходить вообще интересно. Вот несколько раз показывал спереди. Передний фон, смотрите, что происходит. Свет приглушается.
А потом, ой, казус вышел. Пузырьки пошли. И в это тоже надо верить. Также в космосе находится МКС. Это удивительное сооружение. Удивительное тем, что оно летит на большой скорости, почти 8 км в секунду. Хотя они говорят, что там есть и воздух, пусть разряженный, но воздух почему-то не оказывает никакого давления. То есть вот эти паруса все уже пообрывало бы на такой скорости, ее бы закрутило бы. Вот. Так еще есть интересный момент, что это МКС падает, говорят, каждый день. Значит, на 150-200 метров ежедневно под воздействием силы притяжения Земли, тут и сила притяжения уже есть, и других факторов, каких непонятно, но других факторов. В общем, на 150-200 метров каждый день, да, 10 дней это до 2 километров, да, а она уже там давно висит. Вот, ее постоянно там подправляют, подталкивают, но весь вопрос в том, что если посмотреть, ну да, вот здесь пристегнуты космические аппараты, может быть они ее толкают, но если посмотреть обратно на это видео, то у него нету здесь двигателей никаких, кроме как главного двигателя. Я надеюсь, что он там есть. И еще один момент. Каким образом они его толкают? Ее, то есть эту станцию. Вот, например, шаттл. Вот здесь двигатель RCS. Это маневровые двигатели, как бы они хоть догадались сделать здесь и здесь. Как бы отсюда выходит сжатый воздух или газ какой-то. Хотя я пытался найти по схемам, где он находится. Тут должно быть достаточно баллонов. Не нашел, нету. Ну, отверстие есть. Ладно. Пусть будет так. Фантастический аппарат, конечно. Но если отсюда, скажем, выйдет газ вверх струей, шаттл весь опустится или только нос пойдет вниз. Как нам показывают, такого видео тоже много, сами можете найти. Опускается нос. Но не весь шаттл, а только нос. Кстати, сзади таких двигателей нет. Тогда интересно, раскрыв свой люк, есть видео много, где он вертикально вверх, ну как бы, скажем так, поднимается, стыкуется. Как он это делает? Непонятно. Абсолютно. То есть, если МКС толкать в какую-то точку, где здесь центр? Как его толкать? Ее закручивать будет. Еще не забывайте, что почти 8 км в секунду она там несется. И ветер есть. И ничего это не воздействует. Вот так вот. Фантастические аппараты. Так, вот это вот шаттл. Хочу показать. Здесь кабина пилотов, а вот здесь вот шлюз. Вот такой бочонок вот круглый. Вот здесь заканчивается. Вот его люк. То есть при открытых створках. Ну, это отсек не герметичен. Вот. То есть здесь должен быть стоять какой-то люк, дверь, очень мощный, который выдержит давление. Посмотрим. Ну, вот, значит, шаттл. Верхний люк открыт. Вот они выходят из шлюзовой камеры. Activities, and we've combined the two solar array days because for the first 3 days we replaced nearly the entire power system of Hubble. Можно еще раз в другом месте посмотреть. Так. There, we're getting similar to the ESM. John closed the coverage of the thermal insulation, and John here is on the end of the arm bringing a... Так, это они закончили работу и возвращаются. And a picture of us with the tool handles ready to go back at the tool handles ready to go. And a picture of us with the tool. And a picture of us with the tool handles ready to...
совершенно не походит. Closing the doors. And a picture of us with the tool handles ready to go back in the airlock. And a really nice picture saying goodbye. Также вот следующий фантастический аппарат — это телескоп Хаббл. Этот телескоп способен заглядывать в соседние галактики, брать анализ воздуха, пробы грунта. Как он это делает, конечно, невероятно. Хотел бы я такой аппарат. Это, может быть, мы не поняли, это аппарат будущего. Со своей, сколько там, 2-метровой зеркалом он видит на миллиарды километров. Тем более там после запуска 3 года проблемы были. Расфокусированное зеркало, плохо отшлифованная линза. Опять же, не я говорю это, они все дают. Вся информация есть, пожалуйста, можете убедиться. Но при всем этом 3 года он работал нормально до первого полета. Ну и первый полет тоже оказался какой-то неказистый. Вот они прилетели, значит. Это миссия СТС-109 для замены панелей. Панели представляют у себя удивительный материал. Кстати, вот она же, эта фотография. Покажу. Вот она, это официальная фотография. Вот, что я ее увеличил. Так. Здесь она какая-то более квадратная. Здесь прямоугольная форма. Изогнутая. Здесь пленка порванная. Но мы должны принимать это за солнечные панели. Кто-то так посчитал. Видно, что здесь обыкновенная рейка стоит. Алюминиевая, дюралевая, не знаю. Но ровная. Погнутые, но ровные. Это официальная фотография. Смотрим на видео. Обе прямоугольные. Погнутые, неровные. Но не соответствуют фотографии. Кстати, надо обратить внимание, что вот они, створки открыты. Здесь люк. Не люк, то есть иллюминатор. Здесь, окно. Здесь и здесь. Не знаю, что это. Для чего это. Может, там кто-то живет. Ну, в общем, вот окно, вот окно. We had those handshakes. Well, of course, once we had the Hubble, our day... Удивительно. Вот здесь какая-то пружина. Она сжимает. Сжимается, то есть пленка накручивается на валик. Но, как на фотографии было видно, что нет там никаких пружин. It wasn't over. We had an ambitious evening of rolling up the solar arrays on the first service emission. Вот это вот солнечный элемент. То есть от этого его батареи заряжались. Я говорю, это фантастический аппарат. Даже такого предположить невозможно было бы. STS-61, they had to jettison one array, so we were very anxious to see. It Да, was kind кстати, выглядит вот он серебристый. of a pivotal moment as we rotate the telescope here. One solar array stowed. Still wondering what was going to happen with the second one, and we rolled up the second one, and we were very, very fortunate that both solar arrays rolled up. That set the stage for the next. Итак, еще раз Хаббл. Здесь уже овальные какие-то окна. Здесь в других местах и круглые. Здесь круглых в таких месте мы не наблюдаем. Итак, он серебристый. Это заменили уже солнечные панели. Эта миссия была по замене оптического оборудования и замена солнечных панелей. А вот миссия СТС-61 здесь не было замены солнечных панелей. Но они почему-то выглядят вот так. Что это такое вообще? Но это еще не все. Аппарат вроде как серебристый. Но здесь вот соответствует вот два овала, круг. Есть. Хотя еще раз говорю, также официальная фотография отличается. Ладно, смотрим дальше. Это одна миссия. СТС-61. Вот они прилетели, они никуда не улетали, аппарат не менялся.
Теперь они пойдут работать. Пришли. И окна какие-то все исчезли. И аппарат стал поголубел. 1926-33. Кстати, здесь в этой позиции видны какие-то скобы. Здесь непонятно, видно, нет. Ну ладно, назад не буду откручивать. Ну, в общем, вот так. Стал голубым, все окна исчезли. Слов нет. Я не знаю, про что сказать. Но это космос. Космонавты летают. В скафандрах, не взрываются. Аппараты фантастически изменяются. То есть иллюминаторы, нет. В общем, как можно во всей этой чуши разобраться? Это невозможно. Невозможно. Потому что каждый раз пытаются обмануть. Кстати, открывая любой ролик, я вижу столько ляпов. Если во всем этом разбираться, и понадобится много лет, стоит ли это делать? Один факт того, что скафандр не может выдержать этого давления, вот именно те скафандры, которые показывают, сразу отрицает все остальное. Какие-то либо полеты в космос, работы в космосе, ну и тем более все вот эти вот ляпы. Фантастические планеты, как выглядят. Да. Кстати, вот Леонов летал с Беляевым на таком аппарате. Вот это надувной шлюз, который оказывается прочнее, чем цистерна железнодорожная. Секретный материал какой-то. Вот в этом шаре находятся два человека. Пространства здесь недостаточно, так сказать, много. Это тормозящий двигатель, ну, все должно соответствовать. Эти черненькие шарики, это которые накачивают шлюз, а вот эти шарики, как написано, значит, они регулируют его в пространстве. Только каким образом, непонятно. Ну ладно. Это же фантастический аппарат. Как он обогревается? От чего он берет энергию? Тут должна быть куча аккумуляторов, которые греют какой-то прибор, который обогревает, там же, говорят, холодно. Где система фильтрации воздуха? Где кислородные баллоны? Как вообще все это можно сюда уместить? Вот так вот показывают. Но в США вообще вот на таких аппаратах применяются картонно-пленочных сооружениях, созданные местными гастарбайтерами. Ну, в США их много. Комиксов насмотрелись, наверное. Ну, что вам надо? Лунный модуль? Да, пожалуйста. Вот, соорудим сейчас. Соорудили. Весь в пленке. Но это просто издевательство, еще раз говорю. Ну да, если кто-то верит в такие полеты, вот таких аппаратов и всех остальных, конечно, верьте. Но нормально мыслящий человек поверить в эту фольгу в космосе, картон, это невозможно. Смотрю постоянно и поражаюсь. Где здесь вообще место для двигателя? Ну, для 2, для 3 человек, для всего остального оборудования. В мешках, что ли, перебрасывают потом? Но остановиться они никак не могут. Вот, например, жизнь в открытом космосе. Также покажу момент. А вот результаты стали сенсацией. В космической пыли оказались микроорганизмы. Почему мы считаем, что все оказались микроорганизмы? Почему мы считаем, что в пыли оказались микроорганизмы? В пыли нет. В космической пыли оказались микроорганизмы. Почему мы считаем, что все-таки у нас есть надежда определить... А теперь надо обратить внимание на положение. Вот запомните расположение. Солнечный элемент, я так понимаю. Тут что-то вот рога торчат. Откуда ведется съемка? Положение оператора, скажем, камеры. И дальше. Да. В эксплуатации. А вот результаты стали сенсацией. В космической пыли оказались микроорганизмы. Почему мы считаем, что все-таки у нас есть надежда определить, что там не просто ДНК, а живые бактерии? Потому что ДНК сама по себе... В среде и парадокс. Но именно в этой самой
Та же самая позиция камеры, только она смотрела влево, а сейчас вправо. Это якобы солнце там. Вот. То же самое положение. Только камера смотрит вправо. Там пыль летела слева направо. В самой агрессивной среде и нашли Пыль пошла, признаки жизни. мотор. Мы на пороге каких-то открытий. Когда мы выходим в открытый космос. Пылесос вытряхнули сначала в одном месте, потом в другом, наверное. С поверхности, с разных поверхностей. Это моя фантастика. С поверхности терморадиатора. Как доверять? Сергей, давай завяжем, не хочу больше. Да, я тоже не хочу. Потому что вера во все это или уверование не дает человеку на самом деле понять, кто мы, где мы. Вот такие клоуны вот получают льготы, почести, летают на фантастических аппаратах, перемещают вверх-вниз, как надо, МКС. Хаббл, кстати, тоже летает на большой скорости, и также есть воздух, и как он летает, но кто сможет ответить? Его вот эти элементы работали бы как крылья, да его просто бы закрутило при такой скорости, там 7,5 км в секунду, и разорвало бы просто. Он летает. Так что делайте выбор сами. Решение принимайте сами. Как все меняется. Есть двери с люками, с иллюминаторами, нет. Насколько прочные. Люки в шлюзовых камерах. Ну это просто издевательство. У меня других слов нет. Во второй части также будут факты. Очень интересно. Ближе подойдем к вопросу, какая на самом деле Земля.